Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы продолжаем корректировать мою клиенточку, которая у меня с акрилом. Коррекцию акрилом я вам уже показывала. Это 100-500 коррекция на одни и те же ноготочки. Здесь перенаращивание мы последний раз делали, я уже даже не вспомню когда. Тем не менее, форма у нас держится именно в том порядке, в котором нам нужна. Все ноготочки у нас ровненькие, все хорошо, ногти мы поддерживаем, поэтому ничего сложного в этом нет. Сегодня клиенточка попросила у меня сделать ей чего-нибудь нежнюсенького, поэтому мы рисуем ей френчик. Френчик мы, кстати, тоже очень давно ей уже не рисовали. Рисуем белый френч и на двух пальчиках сделаем ноготочки с вензелями на белом фоне. Френчик, как я люблю, рисуем косой кисточкой. Очень внимательно сразу же на первом слое следим за тем, чтобы линия улыбочки у нас осталась чистенькая, чтобы было все симметрично и очень аккуратно. А вторым слоем уже наносим количество материала для того, чтобы материал был плотным. На втором слое следим за тем, чтобы разводов у нас никаких не оставалось. И в то же время следим за тем, чтобы мы не испортили ту линию улыбочки, которую нарисовали на первом слое. Ноготочки под дизайн покрываем белым гель-лаком. Дальше переходим уже непосредственно к созданию дизайна. В данном случае, как я уже говорила, рисовать мы будем вензеля, но рисовать просто вензеля на белом фоне нам показалось скучноватым. Поэтому я решила добавить вот таких вот полупрозрачных, модных в этом сезоне камифубук. Мы наносим камифубуки на слой непросушенного топа, то есть перекрыли ноготочек финишем, сразу же в мокрый финиш нанесли те элементы, которые нам необходимы, и потом просушиваем. Перекрываем все ноготки финишным покрытием, пальчики с дизайна тоже перекрываем. Почему? Нам нужно заровнять камифубуки, чтобы они не торчали в разные стороны, иначе будет очень сложно на них рисовать. Ну и переходим непосредственно к созданию росписи. Роспись здесь самая простая. Вот такими вот вензельными элементами забиваем площадь, которую мы для себя обозначаем. Соответственно, площадь может быть совершенно любой. В данном случае я решила сделать вот такие вот треугольные какие-то площадочки, но тем не менее можно было сделать и какие-то круглые, и какие-то ромбообразные, в общем, любой формы, которая вам нравится. При рисовании данного дизайна следим за тем, чтобы линии у нас были тоненькими. Стараемся сделать очень-очень тонко, вензеля сделать аккуратненькие, с тоненькими хвостиками. Собрать это все в единую композицию, чтобы у нас все это смотрелось аккуратно. Ну и в конце я решила добавить дополнительных тонких линий непосредственно на оставшийся ноготочек, для того, чтобы дизайна было побольше.
Вот, собственно говоря, и все, наши ноготки сегодня готовы. После того, как мы полностью закончили работу, аккуратненько пилочкой убираем те белые пятна, которые у нас остались на боковых валиках. Они уже просушены. Гель на коже, как вы знаете, не держится, поэтому они замечательно в одно движение убираются пилочкой. Даже если вдруг мы где-то не увидели и оставили, то буквально через 15 минут он отпадет самостоятельно, потому что, еще раз напоминаю, гель на коже не держится. Вот такой довольно простой и очень быстрый дизайн у нас сегодня получился. Ничего сложного в этом нет. Все довольно просто. Создание этого дизайна заняло буквально 10 минут. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.